Как празднуют Рождество в Украине? Что готовят в этот праздник? Как развлекаются? Что это за музыкальный инструмент? Об этом все я расскажу прямо сейчас. Рождество в Украине празднуется 7 января. З Різдвом Христовим! У вас також так гарно виглядає. Это большой религиозный праздник. Украинцы празднуют рождение Иисуса Христа. На Рождество я отправилась в музей под открытым небом. Но не только я одна. Посмотрите, сколько народа. Я стала в очередь. А вот там я. А, нет. А, вот. Сейчас. Ну где же я? А, вот она я. Привет. Наконец я могу купить билет. Кстати, какое слово здесь было? И вот через полчаса я зашла на территорию музея. Мельницы, домики. Обожаю это место. Сейчас я направляюсь прямо к главной церкви. Я хочу посмотреть, как поют украинские колядки. Праздник начинается со службы. После нее звучат национальные колядки. Вечером 6 января дети и взрослые ходят к знакомым, поют колядки, а за это получают сладости или деньги. А теперь я хочу посмотреть на вертеп. Да, вот он. Сверху рождественская звезда. А вот и Иосип с Марией. Младенец Иисус в яслах. Сейчас я очень жалею, что не взяла с собой украинский платок. Все люди ходят в таких платках. Мне очень жаль, что мой лежит дома. Хустка. Украинский национальный платок. Хустка говорит о статусе женщины. Молодые носят яркие платки. Старшие женщины темные. Звезда – символ Рождества. Это конкурс на лучшую рождественскую звезду. Так, є у нас дорослі, ідіть до мене. Розкажіть, будь ласка. Давайте посмотрим, что здесь можно купить. О, деревянные мечи, булава и детские игрушки. Украинские сувениры народных мастеров. Сопилка. Свистульки. А вот здесь продаются бусы. Национальное украшение украинских женщин. Каждый год люди собираются здесь на народные гуляния. Сначала поют песни, танцуют, потом пьют, едят
И танцуют уже не актеры, а сами люди. Люди развлекаются как могут. Здесь можно покататься на лошадке. Прямо здесь продают банош. Это очень вкусная каша. Борщ, голубцы, вареники, дыруны, шашлыки и другие вкусняшки. Обычно в такое время уже давным-давно лежит много снега. Он хрустит, мороз щипает щеки и нос, а люди не могут долго стоять на одном месте. Сегодня, 7 января, в Рождество, зеленая трава, никакого снега нету и всего лишь -3 мороза. Очень удивительно. Снега нет, зато есть капуста. Делаем снеговиков из капусты. А это необычный музыкальный инструмент. Он называется цимбалы. Его использовали еще шумеры в 4 тысячелетии до нашей эры. Как он играет! А теперь посмотрите, что он берет. Обычные пластиковые бутылки. Он может играть даже ими. Настоящий музыкант. Ну вот и все. Это украинское Рождество. Хочешь увидеть его? Приезжай, покажу тебе.